Во вторник главные индексы США почти не изменились, но закрылись разнонаправленно. Dow Jones прибавил незначительные 0,3%, а подросший было до и после Рождества NASDAQ даже упал на 0,6%. Сейчас может произойти праздничный застой, однако подробнее об этом мы расскажем прямо сейчас в нашем ролике. Рынок США теряет обороты, и вчерашние торги по S&P 500 закрылись уже с понижением на 0,1%. Сегодня цена на фьючерсы S&P 500 уже двинулась на графике по нисходящей до отметки 4786 пунктов, а торговый диапазон ожидается в границах 4750-4810. Как мы уже упоминали ранее, рынок США по индексу S&P 500 в этом году вырос на рекордные 25%. В свою очередь, это привело хедж-фонды к очень неутешительным результатам. В абсолютном большинстве более 90% фондов проиграли в этом году соревнования с индексом S&P 500. Например, индексный фонд SPY, привязанный к S&P 500, обогнал по доходности 90% профессиональных управляющих с Уолл-стрит. Это поучительно и показывает нам, насколько реально можно прогнозировать движение рынка в наше время. На фоне спускающегося паруса фондового рынка валютный рынок тоже не находит поводов для движения, причем уже продолжительное время. Индекс доллара по-прежнему стоит на месте в районе отметки 96 пунктов. Сегодня индекс доллара торгуется на уровне 96.30, а ценовой диапазон мы ожидаем в границах значений 95.80-96.60. Однако аналитики отмечают, что в ближайшие дни возможны скачки курсов на тонком рынке, когда количество активных участников торгов резко сократится. Что касается валютной пары доллар против канадского доллара, то ее котировки по сравнению с вчерашними торгами все же немного поднялись. Сегодня курс доллара к канадцу поднялся до отметки 1,2820, а ценовой диапазон также слегка сместился по графику вверх и, скорее всего, будет определен в границах 1.2760-1.2860. Как видим, валютная пара пока слабо реагирует на рост цен на нефть, хотя нефть сейчас держится на максимальных ценах с конца ноября. Однако мы можем ожидать разворота курса пары американский доллар против канадского наверх в случае усиления доллара. Биткоин упал за день более чем на $4000, несмотря на то, что индекс S&P 500 достиг очередного максимума. Цена нивелировала весь рост, вернувшись в прежний диапазон 47 тысяч. Не зря мы неоднократно предупреждали в своих обзорах об осторожности набора позиционных позиций и работы в лонг в текущее время. Ведь снижение стоимости биткоина может продлиться и дальше, вплоть до $46 тысяч за монету. В общем и целом, активность на биржах в любом случае снижается по мере приближения к Новому году. Однако, несмотря на приближающиеся новогодние каникулы, настроение на рынках не совсем праздничное. Многие вопросы остаются открытыми, но о них мы расскажем уже в наших следующих выпусках. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.